ты со своими детьми будешь ногти грызть. Конечно, жизнь была трудная, семья большая. Мать за плугом, а 6 детей тянут плуг. Ты подозреваешься в воровстве. Служил в Брестской крепости. Эти позабирали все, что нужно и что не нужно. Один волк заводит свою песню, а все только зубами щелкают. Так мы жили. Родился я в семье Шульган. Семья берет свои корни из 30-х годов. Хотя отец у меня где-то 908 года рождения, рос таким мальчиком, шустрым. Они были православно верующие. В 13 году, когда была Первая мировая война, они все выехали в беженство. Потому что православные священники, видно, им дано это было и спущено сверху, сказали, что немцы – это такие одноглазые, они над людьми будут издеваться. И в организованном порядке все уехали в Калужскую губернию. В Калужской губернии в школу не ходили практически, потому что там было слабое образование еще развито, но по несколько лет они там пробыли. Потом переехали в Полтавскую губернию, это современная Украина. Там уже они пошли в школу, немножко позанимались, и потом возвратились из Полтавской губернии опять. В Каменецком районе есть такая деревня, в глухомане, деревня Маковище. Вот они оттуда родом были, туда и вернулись, приехали. Дома сожжены, жить негде. Пришлось им землянки копать. Кто-то строил дом. Но благо, что мы жили возле Беловежской пущи, стройматериала хватало. Так, как-то обжились. Дедушку я своего не видел ни одного. Ни со стороны матери, ни со стороны отца. Со стороны отца дедушка был немец с фамилией Шульган. Он пришел с Германии или остался с войны, я даже точно не знаю, и женился на местной девушке. Если я Тимофей Макарович, то значит отец мой Макар Тимофеевич. В общем, жили как в деревне. Держали хозяйство. У нас неплодородная почва была. Пески, камни на поле. Но все равно люди старались сеять, рожь, на хлеб хватало. Молочко было от коровы. Корова всегда была в хозяйстве. И лошадка была в хозяйстве. И он жил так до лет, наверное, 17. Отец мой, в смысле, Макар Тимофеевич. Стал работать на лесоразработке. Как раз Англия забирала хорошие сосны в пуще на мачты. Заработки были неплохие, но ходить нужно было пешком и очень далеко. Зимой, летом надо было ночевать на улице, то есть в лесу. Снег разгребали до земли, лапник сосновый
ложили и так ночевали в присутствии волков. Было, говорит, жутко, когда мы, говорит, ночью один возле костра дежурит, а остальные спят, и придут стая волков. И нужно вот пережить эту ночь. Один волк заводит свою песню, а все только зубами щелкают. Мой дедушка умер в 35 лет. Очень молодым умер. Тогда свирепствовали эпидемии разные. Чума, холера и другие. Раньше он уснул летаргическим сном и попросил, чтобы его не тревожили, когда он полез на печь. Ну, на печь это в деревне очень существенно, потому что в основном дети и старики лежали на печи. Но посмотрели его на другой или на третий день, а он мертвый. Взяли, сняли его с печи, положили на лавку, на такую широкую, в каждом доме такая широкая лавка была. Вот на ней гладили белье. Вот. Как гладили белье? Когда она высыхала или подсыхала, тогда был такой утюг, колодка вырезанная, зубчатая, и на этой широкой лавке вот, выпрямляли это белье. У жены на родине это называлось пряник, у нас прячек. Короче, уже позвали священника, священник сказал хоронить, он мертвый. Когда собрались уже хоронить, а он берет и просыпается. И сразу первый вопрос говорит: зачем вы меня сняли с печи? Я просил вас меня не трогать. Говорит: люди, ну знаете, что я видел? Я вам сейчас расскажу. И пытается рассказать, а у него отнимается речь. Вот. И так несколько раз. И потом он скажет: единственное, что я вам скажу, люди, что бойтесь грешить. Вот. Ну, он был православное направление верующий. Вот. И вот так предложил людям, что люди не надо грешить. Что-то он видел, что-то какое-то видение было, но он решил рассказать, а рассказать не удалось. Короче, остался отец сиротой, без отца. Мать была у него еще молодая, вышла замуж тоже за вдовца, у которого было, наверное, 5 детей. А он работал в лесу. Мать очень просила, чтобы она не выходила замуж. Он говорит: я пропаду, надо, чтобы хозяин был в доме, а ты еще малый. Вот. Ну, так сложилась так у них жизнь. Короче, рассказывать это очень долго, да и я думаю, что для вас скучно будет. Потом случилось так. Понравилась ему девушка по имени Анастасия. Вот. Он ей предложил выйти за него замуж. Она говорит: а как же мы будем жить? Я сирота, ты сирота. Вот. У матери тоже отец умер. Он говорит: проживем, как-нибудь проживем. Короче, как в жизни все бывает. Раздел имущества, хотя такого имущества там-то и не было сильно. Вот. И на деревенском совете решили так. Моему отцу выделили клуню, а брату его хату, дом. Потом ему дали корову, а брату коня.
Он, конечно, обиделся очень на этот совет деревенский. Брат моложе, ему трудно будет что-то добыть. Когда появились первые дети, а у нас их было немало. Вот. Один родился мальчик мертвый, потом два мальчика, Павел и Яша, родились и через месяца два поумирали. Ну и остальные остались 5 мальчиков и 3 девочки. Я имена называть их не буду, потому что это вам ничего не скажет. Уже остались мы от нашей большой семьи только вдвоем. Я и сестра Вера, которая тоже же доживает эти дни на земле. Конечно, жизнь была трудная, семья большая. Потом прошли благовестники. Благовестники принесли благую весть. Многие покаялись сразу же, с первого прихода. Это уже действовал Дикут Смолей. От него приходили сюда благовестники по Каменецкому району, проповедовали о спасении. И многие нашли покой у ног Господа. Вот, покаялись, отказались от всех грехов или исповедовали все грехи, которыми занимались. И вот получилась уже такая группа верующих в деревне. Вот, уже отец покаялся, а мать еще поехала в церковь православную, кумой. Это значит крестная мать. И уже, говорит, я не находила себе места. Вот. Это не мое, эта процедура не закончилась. Она вернулась домой и тоже тут же покаялась дома. Ну вот семья наша росла. Уже старший брат был большой, работал на железной дороге в Бресте. Как бы попал в такой переплет. Когда на работе работал, там обслуживал паровоз, где-то они на Барановиче из Бреста везли соли состав. Вот. Ему попросил помощник машиниста зубило. Он ему дал зубило. Не знал для чего. Он наковырял 5 грамм, 700 грамм соли в рукавчик. Вот. И поймали его, арестовали его сразу. Ну, они ждут, нету помощника машиниста. Дают ему другого помощника, и они едут в Барановичи. Доезжают до Бронной горы, снимают брата Мишу с паровоза, собирают документы и сказали: езжай домой, вот, ты подозреваешься в воровстве. Какое воровстве? Ты подозреваешься в воровстве, едь домой. Поехал домой, потом через 2 недели вызвали его в Барановичи. В Барановичах был суд. И получил он за это зубило 10 лет тюрьмы. Там же его арестовали и отправили в Барановичи в тюрьму. Сижу в окошке, говорит, тогда еще не было такой цивилизации, что окна были так зарешочены, что не видел ничего. Еще были окна в тюрьмах. Вот. И смотрю, отправляют в этап одну партию, вторую партию, третью. И он попросился на этап, потому что кругом гражданские люди ходят. Вот, он молодой. И его отправляют этапом в Салехард. Это далеко, на север. Это в Тюменской области.
И там по Обской губе они плывут еще несколько суток на барже, голод. Довозят их до поселок Лабытнанги, и там среди болот строят лагерь. Забивают колья в землю, вот, и дерном закладывают стены, и такой у них был первый лагерь. Самолетами привозят продукты. Они думают, что это им хлеб привезли. А это привозят кирки, лопаты, топоры. Короче, работали они на лесоповале. Вот такая жизнь была. Я коротенько про него еще расскажу. Он отсидел 3 года срока, или 3,5, я уже не помню. Написал прошение Маленкову. Короче, освободили его. Так он 10 лет, конечно, не просидел. Не успел прийти домой, как сразу же забрали в армию. А в армии тогда нужно было служить, наверное, 5 лет. Вот это уже послевоенное время. Пошел в армию. И опять стройки эти вот, военные стройки. И когда отслужил в армии, приехал домой, женился там. Я уже сказал, что семья-то большая была, но все верующие были. Мать рассказывала, что люди говорили, что ты со своими детьми будешь ногти грызть, сдохнете с голоду. Ну, как в мире, знаете, 1 ребенок, 2 ребенка, да все. Раньше, может, еще немножко больше было детей, а потом деторождение как бы уменьшилось. Наши дети все были дома, и все как бы верующие были. На собрания ходили в деревню Чернаки. Вот, это было 7 километров от нас. Вот, хорошо было. Я уже подрос, стал понимать что-то. Вот. Бабушку помню одну. Это материна мать. Вот. Лукерья. Я, конечно, очень много уделил времени брату моему, но он больше всех и пережил в жизни. Пережил на Крайнем Севере заключение. Однажды был такой случай, у них пришел надзиратель, он работал уже, поскольку он был кочегаром на паровозе, он работал кочегаром и на электростанции. Пришел с овчаркой надзиратель и говорит, пусть собака тут обогреется, потому что там морозы очень-очень сильные, а я потом приду заберу. Они голодные до ужаса. И только тот ушел туда-сюда, собаку за хвост в люк закопали в золу. И потом собачью ели. И поели мясо, идут уже в расположение туда. И он говорит, вот интересно, а что так собаки лают сегодня как-то неестественно? Он сказал, наверное, ты их брата съел. Сейчас я продолжу рассказ, но в таком плане, в разрезе о семье. Мы вообще жили под Польшей. Стали мы жить после войны. Но я, конечно, тогда еще не жил, потому что меня не было. Я родился в 1947 году. Вот. А это, скажем, 10 лет назад. И война была с Польшей. Раньше в Германии, потом Россия с Польшей. И отец мой был демобилизован и служил в Брестской крепости. Вот. Но он присяги не принимал, поэтому служил санитаром.
И них там собралась целая такая, ну, группа. Пресвитер Каменецкий, Каретко Николай Александрович. Потом еще там земляков насобиралось, отца брат. Тоже вот в армии, как в любой армии, замполит был и говорил, вот, что мы не отдадим и пуговицы немцам. Но когда немцы уже пошли в наступление, то загнали их аж под Дубно. Пешком, только были с собой в свертке одеяло, вот, по-польски назывался коц. Ну и все, а больше них оружия у них нет, ничего нет. Вот, военная форма только и все. А уже в Дубно или возле Дубна их встретила советская армия. Вот. Эти позабирали все, что нужно и что не нужно. И потом их отпустили, идите домой. И вот они доратно пешком дошли, обратно у верующих там какой-то попросили велосипед, дали им старенький. И не один едет километр, в лес затащил. Вот. И поглядывает, чтобы никто не выехал на него лишний. И вот они так доехали до Бреста. Потом уже дальше велосипед был неисправный совсем. Вот, пешком пошли в Каменец. Заходят в Каменец, а там очень много в милиции, все евреи пошли в милицию. И они же тут евреи забегали и говорят, надо ремни забрать, ремни. А у них неплохие были ремни в Польше, в армии. А брат отца говорит, ты что, не знаешь, где ремни дают? Иди в армию, говорит, получишь ремень. Ну, короче, пришли домой. Началась Вторая мировая война. У нас никого не мобилизовали, только пару человек, наверное, потому что мы были под Польшей. Но партизан был полный лес. Вот. У нас рядом с нашей деревней была деревня евреев, называлась Абрамова. Потому что там еще по дороге с Дмитриевич в Каменец вторая деревня была еврейская, тоже Сарево называлась. Евреев немцы сразу же забрали и повезли, ну, куда предназначалось там, в гетто. Один еврей остался как-то, спрятался, но потом ходил по лесу один, ходил и тронулся умом. Кончилась война, пришли, как у нас называлась деревня, первые советы или тые советы. Начали организовываться колхозы. Отец мой работал уже в Бресте на железной дороге сразу, потом работал в погранотряде печником. Вот. А тут организовывается колхоз. Только приезжает он с хлебом с города, еще кое-что, какие-то продукты. Тут сразу же колхозное начальство все. Сельсовета, депутат там. И все, конечно, подпитые. Вот. И мне уже было тогда 3 года. Я хорошо помню эти моменты, когда они врывались, избивали прикладами отца моего.
Так вязали, хотели связать его в Карелофинск. Вот. И все, грозили ему, что будет ему Карелофинск. Карелофинск – это, вы знаете, где, да, на севере. Вот, там очень много было лагерей. Ну, короче, не удалось им ни разу его скрутить, чтобы забрать. И вот отец говорит матери: собирайся, будем уезжать в город. Надоела им эта борьба вечная с колхозом, потому что мать в колхоз не берут. Ну, давай ему хозяина. А хозяин работает на работе. Когда-то в колхозе ничего не получали, только палочки. То есть трудодни. Только ставили палочками и все. Ну, а ее не берут в колхоз. Ты нам с твоими выводками не нужна. Ну, потому что дома было, наверное, 6 или 7 детей. И она на выделенной земле когда-то садит картошку. Вы, наверное, такого никогда не видели, когда мать за плугом, а 6 детей тянут плуг. Вспахали поле. Ну, если вы знаете, как садят картошку, сразу борозду прогнали и картошку туда. Потом следующей бороздой накрывают ее. Тут все деревенские женщины и мужчины. Еще в колхозе никто картошку не садил, а уже Шульганиха, мать такую, так мою мать называю, Шульганиха по фамилии, уже картошку посадила. Ну, а председатель колхоза говорит: посадила, значит, будет кушать. Вспоминаю, что очень хороший был участковый. Русский сам по национальности, Соколов. Вот. И он что-то приходил, подсказывал. Короче, симпатизировал нашей семье. А подсказывал, что вот приходят и забирают, допустим, мешок ржи или мешок картошки, последний. Вот. И увозят. Семья остается без пищи. Ну, короче, собрался отец уже уезжать. Она говорит, то есть она мать, говорит: как я без коровы там буду? А он говорит: чтобы она тебе сдохла. Так, корова. Не прошло 2 недели, как корова пала. И вот уже ничего не держит. Коровы нету, кушать нечего. Дети оборванные. Хотя моя мать всегда старалась семью в порядке держать. Но если не из чего или нечем надеть, значит, так и получается, что оборвыши. Я помню, мои дети, старшая Вера и брат Иван, вот, на палку мерились, кто в ботинках пойдет в школу. Босиком в школу ходили, уже была осень, поздно, а ботинки были одни на двоих. Ну, короче говоря, я уже тогда был в Бресте, на квартире мы у дяди своего были, и перевезли с деревни. Вот все имущество, там-то имущества практически не было. Кровать только привезли, сундук, который до сих пор на чердаке стоит, интересно. А дом продали в другую деревню, который стоит до сих пор. Дом обычно, когда покупал кто-то, нумеруют бревна, потом по этим номерам складывают. Мы же продали дом, все, переехали в Брест. Потом через пару лет взяли участок, там, где сейчас мы проживаем. Так мы жили. Отец работал в техникуме уже вахтером ночью, а днем
печки делал. Старшие уже поканчивали школу, самые старшие опять в армию пошли уже, кроме Михаила. Евгений и Иван пошли в армию. Вот. Отец за это время перенес серьезный инфаркт. Врачи говорили, что это не выживет. Но брат мой служил в Германии в это время, и врач узнал и говорит, вот такое лекарство, если такое. Вы сможете оттуда достать? Тогда все будет нормально. И привезли какое-то отцу лекарство. Я помню, когда я еще был совсем малый, наверное, во 2 классе, и отец лежал уже никакой. А потом смотришь, лекарство это попринимал и отошел. Ну вот, такая наша жизнь. А потом замужество, женитьба, внуки. Сейчас мы имеем 15 внуков. Вот. Все, практически все музыканты внуки. Я сам с 10 лет начал играть в духовом оркестре. Уже лет 11 играл на похоронах, на свадьбах с оркестром, конечно. Потом после армии сам стал заниматься серьезно музыкой. Вот. И инструменты заодно ремонтировал, потому что духовой инструмент был очень дорогой и не достать было. Вот. А потом я как стал заниматься с оркестром серьезно, вот, мы решили, оркестранты, купить духовой оркестр. Вот. Собирали приблизительно по 5 рублей с человека в месяц. Вот. Я ни разу не видел, чтобы в ЦУМе оркестр продавался, и что. А то вот как раз насобиралась такая сумма, допустим, 1700 рублей. Вот, это большие деньги на старые деньги. Вот, я захожу в ЦУМ, смотрю, оркестр духовой лежит. Вот, я быстренько туда-сюда оплатил его. Ну, раньше на 2 часа можно было так записаться, чтобы забрать. Но в течение 2 часов. И я приехал, никто на него еще не клюнул. И я забрал вот, ленинградский комплект вот, инструмента. И так мы стали с новыми инструментами. Вот так. А сейчас, по милости Божией, мне уже 75 лет. Работал с хором, слава Богу, Бог давал силы и способности, хотя без образования. Вот. 30 лет. С оркестром с 25 до 55 лет. А потом не смог больше играть, потому что посыпались зубы очень у меня. Вот. И так вот. Сейчас условия мои, ну, я не скажу, что сложные, потому что я еще с палочкой хожу. Но слава Богу за все. Я думаю, что сверх сил Бог никому ничего не дает.